Да, целый мир за этим пространством, и если мы не захотим с ним столкнуться, он все равно даст нам по лицу. И лучше сейчас, конечно, начать всем думать о мире, о его значении. Какая одна из задач человека? Подумать, как можно изменить мир и притворить это в действие. И кто-то сейчас вот скажет мне, это странно или это трудно сделать. А может, тут лучше вообще вот сказать, что это возможно. Вы вот сами видите поток своих возможностей. Где он? Он здесь, в мозгу. Все зависит от нас самих. Привет! Мое имя Светлана, и спасибо, что вы смотрите это видео. Один из моих любимых фильмов, который вот будет актуальным в любое время, называется «Заплати другому». Там герой вот фильма, который играл учителя, очень хорошо сказал, вот как он меняет мир. По ночам я хорошо сплю, по утрам я хорошо завтракаю и вовремя приезжаю на работу в школу и сваливаю свои задачи на своих учеников. А ученик, мальчик там вот из этого фильма, он нарисовал на доске схематично кружочками, где в центре кружочка нарисовал он себя, а внизу 3 кружочка он нарисовал 3 людей и объясняет, что вот помогая им, чего они там сами не могут сделать стоящего в своей жизни, этот мальчик сделает действие по отношению вот к этим 3 людям, окажет им, то есть помощь, а затем эти 3 людей еще по отношению к другим 3 людям окажут тоже действие такое же, а следующая троица еще в последовательности сделают то же самое. То есть чистая математика, что вот он один, этот мальчик, уже оказывает воздействие на многих людей, и добро меняет себя и мир вокруг. И в фильме вот среди учеников там поднялась дискуссия на эту версию мальчика, и кто-то сказал из детей, это хорошая идея, кто-то также сказал, что это тут доверие, а люди-то, конечно, у нас плюют на доверие, и самое главное, что этот мальчик отметил вот в своей версии, вот как изменить все-таки мир, он попытался, конечно, так сделать, но у него не получилось, а вот у его мамы это произошло, так как она наладила отношения и помирилась со своей матерью и его бабушкой. А для нее это было нелегко сделать. А для самого этого мальчика было здорово, потому что его бабушка впервые пришла на его день рождения. А он так сильно вот скучал по ней. То есть плата вперед распространилась из-за мамы этого мальчика, потому что, как отметил он про нее, его мама очень храбрая. Но многие люди боятся и думают, что мир изменить нельзя. Нелегко, конечно, признать тем людям, которые привыкли вот видеть в своей жизни то, что вот всегда у них есть. Они, потому что сами не хотят и привыкли ничего не делать. Они поднимают лапки кверху, и тогда они проигрывают. Но это же нелегко признать вот тем, кто привык к тому, что уже есть. Это трудно. Поэтому нужно очень внимательно смотреть на людей, потому что они не всегда сами знают, что им нужно. Это как бы шанс дается нам вот починить что-то сложное в своей жизни, как бы вот ремонт человека. Это же возможно сделать. А где ваш вот поток возможностей? Он здесь. Вы же можете быть свободными, независимыми. И вот как озвучил писатель Александр Король в книге «Парадокс», взять вот и стать обиженным на мир и начать вредить себе и людям, или там стать хулиганом. Это люди вот все успевают. Что вокруг же и так хватает вот этих вот обиженных, унылых, которые ненавидят себя и всех. А вот верить в хорошее, светлое, даже если в жизни нашей вот такой вот полный крах, при этом еще и не сдаваться, и насколько бы вот не было людям этим вот тяжело в жизни, чтобы они смогли не бежать от этого. Почему-то это сложно сделать каждому человеку. И вот в таких случаях, когда тяжело на душе,
Ну, можно же там пострадать немного, но при этом начать вести дневник, как пример. Заняться хобби, либо писать картины или музыку. Да просто даже лечь на пол и помечтать. Хотя бы писать самому себе о своем вот этом состоянии заметки. Или написать письмо самому себе. Ведь так Александр Король с этого и начал писать вот в своей книге. А это, дорогие друзья и гости канала, есть уже осознанный подход ко всему в своей жизни. Вот чем отличается личность осознанная от неосознанной? Осознанный человек, он всегда трезво и ясно смотрит на все ситуации в жизни. Может быстро ориентироваться в них, даже если они отрицательные. Он всегда найдет в них плюсы, извлечет урок, осознает, что его вело в этот дискомфорт. И если говорить еще более простыми словами, если вот взять всеми наши любимые отношения между двумя людьми, один может другого почему-то вот уничтожать морально, эмоционально, психологически. И многие люди, они думают, что это нормально, пока обстановка не станет уже прогреваться, знаете, так до накала в таких условиях уже в этих отношениях. И рано или поздно такие отношения закипят. Конечно, они приведут не очень положительному результату, а все просто потому, что люди не обращают внимания на те сигналы, которые поступают в их окружение. И вот смотрите, я уже много раз говорила, что вот состояние там влюбленности, у людей взаимодействуют там две сексуальные энергии, тут вступают гормоны, а под воздействием их мы, конечно, немножечко тупеем, теряем бдительность, но в зависимости вот от того, вот под воздействием этих гормонов мы или нет, мы же можем с вами оценивать свои поступки и действия. Если, примером, взять модель отношений между мужчиной и женщиной, женщина, она всегда себя презентует мужчине, эти двое друг другу показывают себя, кто она такая, кто он такой. И дело в том, когда мы пропускаем мимо своих ушей, мимо своего сердца и сознания то, что нас задевает, беспокоит, происходит нагревание отношений. Как будто вот в сравнении этого вот сейчас закипит вода. Женщина, примером, упустила неуважительное отношение мужчины к себе, либо упустила пренебрежительное отношение к ее потребностям и ценностям или чувствам. Может быть, она позволила своему мужчине перейти грань дозволенного и тем самым позволила нарушить границы ее личностного там пространства, развития, обесценив этим образом действия, мысли, что ее вот ситуация, она думает, вот когда-нибудь поменяется, как бы вот здесь не так, там не так, и продолжает себя успокаивать. Да ничего же страшного не произошло. И что же делает женщина, которая ценит себя и более такая осознанная? Малейшее такое действие со стороны мужчины, который вот противоречит ее внутреннему состоянию и приносит боль ее сердцу, она не нянчится с таким партнером, как мамочка с взрослым ребенком. Просто выходит вот из них, и можно сравнить это еще с тем, вот как будто бы вот она уже давно вот поняла, посмотрела, проанализировала ситуацию со стороны, увидев, что обстановка в ее отношениях, вот как вода вокруг нее реально вот нагрелась до 100 градусов и давно уже кипит, только она этого не видит, она, вернее, это и видит, а ее партнер не замечает. И эта женщина, так как она осознанна, она просто выпрыгивает вот из этого бурлящего кипятка и идет дальше в развитии и не боится остаться одна. Неосознанная женщина, она сделает вид, что ничего не происходит, даже увидев массу недостойного поведения со стороны своего партнера. Она давно потеряла бдительность и думает, а может так и должно быть. И так, видимо, у всех людей в обществе. И я, наверное, вот не одна такая. И все-таки вот продолжает потом вот терпеть годами, находясь рядом вот со своим таким партнером. И бывает еще так, вот, допустим, женщина полюбила мужчину настолько, что вот его считала своим авторитетом,
так как он для нее был всем в ее жизни и вот настолько близок, что стал чуть ли там не ориентиром, как компасом вот ее. Но вышло так, и вот и повернулась в жизни этой женщины, что вдруг ее мужчина оказался грубым, там стал распускать руки, подавлял ее как личность. При этом еще был удивительным манипулятором. Он внушал своей вот этой женщине, что все мужчины якобы бьют своих жен, просто они не говорят об этом и скрывают, так как не принято такие вещи обсуждать в кругу их компании. Причем эта женщина была сильно удивлена, что есть мужчины, которые не бьют своих женщин, так как она была настолько зомбирована, вот навязана ей этой информацией своего партнера до такой степени, что аж свято верила. И ей непонятно было, что существуют вообще другие отношения, где вообще вот нет насилия. Конечно, бывают. Бьет — это не значит любит. Это низкий уровень развития человека и его непроработанные комплексы. И в сегодняшнем видео я хочу, чтобы вы посмотрели вот на все вот эти вот ситуации, которые нагревают вас, доводя до кипения, которые разрушают вас, ухудшают качество вашей жизни. Будьте сейчас вот честными с собой, не обманывайте себя, задумайтесь, к чему все-таки это может привести. О каких ситуациях можно тут вот пример сказать? Вот многие женщины годами не терпят неуважительное отношение со стороны мужчины. И наоборот тоже происходит такое. Люди проживают в несчастливых отношениях, им уже под 60 лет, а они задумываются, а можно ли построить вот в их возрасте счастливые отношения? Конечно, можно, если есть у них на это желание изменить себя внутри. А вопрос лишь в том, а чего эти люди-то ждут, когда они терпят так долгие годы недостойное поведение своего партнера? Это же как костер. Чем он больше, чем жарче его пламя. И тем больше, чем больше вот это неуважительное отношение одного из партнеров к другому, то тем больше и пламя-то вот это возгорается. Соответственно, вокруг что делает? Атмосфера нагревается сильнее. Как в нашем примере, я же сказала, вода вот это вот закипает. Но эти люди вот почему-то продолжают свою бдительность вот эту усыплять, а потом они не замечают еще того, вот как отношений этих уже давно нет, психологически здоровых, семья одно название, двое людей проживают на этой территории своей, стали уже давным-давно чужими друг другу. А может, стоит-то стремиться все-таки поменять как-то свою жизнь, либо стараться, либо свариться в этом кипятке, либо выпрыгнуть из него. Вы знаете, я все-таки уверена на все 100%, что человек способен быть счастливым не только в отношениях с противоположным полом. Да, у нас есть, конечно, вот такая потребность быть в близости с другим человеком. Но когда мы с вами говорим про нездоровые отношения, где оба мучаются, или там одного человека бьют, и она там плачет, рыдает, где изменяют, это, конечно, уже не отношения, это издевательские просто отношения к другому человеку. И когда один лишает уже этого издевательства, когда решится все-таки выпрыгнуть вот этот человек из этого кипятка, а потом сидит и плачет эта женщина, типа, вот я осталась одна такая несчастная, и теперь у меня никого нет. И вот насколько же вот эти привязки вот удерживают людей, это же низкий уровень развития. Она даже не понимает, что разорвав вот эту привязку и от человека ушла, что вот это вот она страдала от него, она не понимает сам этот момент, что она обрела свободу, а не одиночество. А что тогда важно для таких людей? Сама формальность или важен вот статус? Что они там женаты или замужем? Или все-таки важен статус счастливого человека, где работают совсем другие жизненные программы? Такие как это я вот хочу быть счастливым, я хочу быть радостным, наслаждаться жизнью, я хочу быть в любви. Или все-таки второе, вот перечисленное, намного лучше и важнее. Если для вас, конечно, важно счастье, и вы понимаете, что вы рядом с человеком, который вам не может этого дать, то любые попытки найти общий язык ни к чему не приводит.
Зачем тогда издеваться и продолжать вот эти вот отношения? Делайте выводы. Я думаю, что это видео было вам полезным. Я с вами увижусь в ближайшее время. На этом я прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Всем пока-пока.